Шерон Тейт – белокурая красавица с большими карими глазами. Ее начало было многообещающим, ее конец был чудовищным. С самого рождения Шерон сопутствовала удача, как будто судьба хотела дать ей все в тройном размере, чтобы потом отобрать все разом. Шерон была настолько очаровательна, что выигрывала конкурсы красоты уже с годовалого возраста. Нужно ли говорить, что когда девушке исполнилось 16 лет, то не заметить такую красавицу стало просто невозможно. Она по-прежнему выигрывает конкурсы красоты, а затем случается то, что рано или поздно должно было случиться. В ее жизни появляется кино. Ее кинокарьера стремительно набирала обороты, а светская голливудская тусовка приняла Шерон в свои ряды быстрее, чем актриса стала популярной. Вскоре Шерон знакомится с Романом Полански. Он только начинал свою карьеру, но уже был обладателем нескольких престижных премий. Через год он снимает ее в своем фильме «Бал вампиров», а затем последовало предложение руки и сердца. На бракосочетании 1968 года Шерон была в модном платье мини с высоким воротом, а волосы украсила белыми цветами и небольшими бантиками, что придало ее кукольному лицу еще больше очарования. В 1969 году Полански арендовал дом, в котором беременная Шерон коротала время, дожидаясь супруга. Он все чаще задерживался на съемках, и девушке было очень неуютно в этом доме, принадлежащем когда-то продюсеру Терри Мелчеру. Еще раньше, до встречи с Полански, Шерон мучил один и тот же кошмар, будто она просыпается ночью, а в комнате кто-то есть. Теперь же, когда девушка ждала ребенка, тревожное чувство совсем ее не покидало, и, как оказалось, не без оснований. Ей было всего 26 лет, когда Шерон на 9-м месяце беременности была убита членами семьи Чарльза Мэнсона. Друзья, которые находились на тот момент с актрисой в доме, помочь ей ничем не смогли, так как разделили с ней эту страшную участь. Полански уже что-то почувствовал, когда в Лондоне только зазвонил телефон. Все дальнейшее происходило как в тумане. И с ним, и с голливудским бомондом. Люди стали запирать особняки, вешать замки, возводить огромные заборы. Настолько для всех этот ужас стал шоком. Но годы шли, и со временем волнения утихли. События этих страшных дней стали забываться, а заодно забыли и Шерон Тейт. Пока в 2019 году на экраны не вышел фильм «Однажды в Голливуде», где одна сюжетная линия как раз и посвящена истории взаимоотношений Шерон Тейт и Романа Полански. Роль актрисы сыграла Марго Робби. А режиссер Квентин Тарантино в своем фильме решил изменить финал этой трагичной истории на более счастливый, оставив Шерон Тейт живой и невредимой. Ну и сейчас, если загуглить имя актрисы в интернете, до сих пор попадаются снимки счастливой Шерон Тейт в свадебном модном наряде цвета слоновой кости и цветами в волосах. Кстати, этому платью довелось дожить и до наших дней. И в 2018 году оно было продано за $56 тысяч. Ну а я хочу напомнить, что у нас появился новый телеграм-канал, где мы рассказываем еще больше интересных историй, а также новости из мира кино и шоу-бизнеса. Поэтому присоединяйтесь, будет интересно.